Всем привет! В этом видео я расскажу, кем была вдохновлена Шинобу. Также поставь, пожалуйста, лайк к этому видео и подпишись, чтобы не пропускать мои видео. Спасибо большое за внимание. Теперь начнем рассказ про Шинобу. Некоторые аспекты характера Шинобу могут быть вдохновлены историей и более поздними легендами о Хидзекате Тосидзо, заместителя командира Синсенгуми. Немного о самом Хидзекате. Хидзеката – японский воин и чиновник конца периода Эдо, заместитель командира Шинсенгуми японской военной полиции Киото, затем командующий армией республики Эдзо. Хидзеката помогал формировать Шинсенгуми и, как обычно думают, был душой организации. Но, несмотря на все его вклады в успех отряда, он никогда не хотел заменить Кондо и стать лидером. Сражение Тоба-Фушими имело серьезные последствия для Хиджикаты. Будучи очень быстро побежден западным оружием, он решил взять лучшие и из Европы, и из арсенала самураев. Он постригся и начал одеваться по французской моде, что очень заметно на одной из самых знаменитых фотографий Тосидзо. После гибели Кондо Хиджиката чуть ли не ушел в депрессию. Он считал, что должен был удержать друга от опрометчивой разведки. Он сказал остальным членам Шинсенгуми, что ему будет стыдно стоять перед Кондо в следующей жизни, если он должен будет делить мир с врагами Шинсенгуми. Кто не знает, кто такие Шинсенгуми, я сейчас расскажу вкратце и про них. Шинсенгуми, с японского буквально «вновь набранный отряд» или приблизительно «новое ополчение». Японский военно-полицейский отряд времен позднего сёгуната Токугава, Бакумацу, сформированный Шинсенгуми правительством в 1863 году и продолжавший действовать до 1869 года. Во времена Бакумацу и дальнейшего восстановления императорской династии на престол Шинсенгуми сражались на стороне сёгуна против сторонников императора Исин Сиси. Немножко предыстории. После прибытия в Японию в 1853 году черных кораблей американского командора Мэтью Перри, сёгунское правительство Бакуфу было вынуждено заключить с Америкой и европейскими державами неравноправные торговые договоры, прервав таким образом политику добровольной самоизоляции Сококу, проводившуюся на протяжении более 2 веков. Это вызвало крайне негативную реакцию населения. Популярность сёгунатского правительства резко упала. Возникло движение за изгнание европейцев с японской земли и реставрации императорской династии, члены которой при сёгунате обладали только формальной государственной властью. Лозунгом сторонников императора было «Сонно дзёй» – «Да здравствует император, долой варваров». Группы ранинов-самураев, оставшихся без хозяина, разделявших идеи Сонно дзёй, устраивали беспорядки и совершали убийства сторонников сёгуната в Киото, имперской столице. Шинобу называют демоническим заместителем банды Аратаки, с японского «Они но Фукушу», буквально «заместитель Они». Точно так же Хидзиката был известен как заместитель командира демонов Шинсенгуми, с японского «Они но Фукучо», буквально «Они заместители командира». В одной из ветвей своего ивента встречи Шинобу пишет устав банды, известный на японском языке как «Хачу-хато», законы всей фракции. Хидзиката часто называют автором Железного кодекса поведения Шинсенгуми, Кёкучу-хато, законов всего бюро.
Существование этого свода законов не подтверждается историческими записями, и его название стало появляться только в работах таких писателей, как Шимадзава Кан. Однако с тех пор он стал основой художественной литературы, связанной с Шинценгуми. Пока Шинобу служила храму в юности, она обучалась традиционным искусствам исцеления с использованием местных трав. Хидзиката провел свою юность, продавая лекарства на травах своей семьи, Исида Саньяку. Обычный атакующий талант Шинобу, теневой меч Шинобу, носит ее собственное имя, что говорит о том, что она научилась владеть мечом сама. Хиджиката также провел свою юность, занимаясь фехтованием самолично. У Шинобу тот же день рождения, что и у Кли, 27 июля. Шинобу считает банду Аратаки своей семьей. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк этому видео. По желанию оставь комментарий под этим видео. И увидимся в следующих моих видео, как всегда. Еще раз большое спасибо за просмотр. До встречи.